Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на июль 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большой трехмесячный гороскоп для вас «Лето надежд», это гороскоп на июнь, июль, август 2024 года, тогда вы понимаете, о чем я сейчас буду говорить. Для тех, кто не видел это большое видео, в конце ролика обязательно его прикреплю. И все актуальные, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение для себя, если вы сейчас стоите на распутье. А сейчас, ребята, июль 2024 рассказываю, как спланировать этот месяц, чтобы остаться максимально в выигрышном положении для себя. Ну и что, присаживайтесь поудобнее, поехали. Итак, июль, я бы так сказала, будет месяцем для стрельцов достаточно сложноватым, смотря опять же в какой декаде вы родились. Разделяются стрельцы трех декад. Первая декада — это тот, кто родился в ноябре. Вторая декада с 1 по 10 декабря, и третья декада уже оставшиеся денечки до знака зодиака Козерог. И здесь, конечно же, ребята, да, все стрельцы, которые родились в первой декаде, вы будете чувствовать такой мощный приток, прилив сил, настроение движниковое, активное, деятельное, да, то есть заняться чем-то таким мощным и глобальным. Это будут ощущать все стрельцы, которые родились в первой декаде, и вот первые 5 денечков знака зодиака Стрельца. Это все Плутон будет делать трин к вашему натальному Солнцу, будет подгонять, будет давать больше сил, мощи, энергии и задора для того, чтобы вы что-то интересное реализовали. Да, весь месяц еще будет точно так же идти оппозиция от Юпитера, вашего управителя, который сейчас идет по близнецам и будет делать оппозицию к Солнцу. Это, конечно же, все те, кто родился в первой декаде, но уже вторые 5 дней. И здесь, конечно же, будет такая проверка гордыни. Будет казаться, что я вот такой Наполеон, что я вот все смогу, но реальность будет, по крайней мере, скромнее. И здесь нужно будет это понимать и ощущать. То есть, если вас будет нести, останавливайте себя, старайтесь как можно трезвее смотреть на эту жизнь. Что еще? У нас на небе развернулся Сатурн с 30 июня. И здесь, конечно же, сейчас это все ощущения прочувствуют стрельцы второй декады. И здесь, конечно же, Сатурн будет делать работу над ошибками, все то, что не сделали ранее, не реализовали в работе, в карьере, в финансовых историях. Это все будет, конечно же, идти весь июль, поэтому, ребята, да, необходимо прилагать больше усилий и терпения для того, чтобы что-то сделать. То есть до этого записывала видео в весне возможностей и в июньском гороскопе. Говорила, что лучше всего делайте до разворота Сатурна, потому что какие-то вот такие бюрократические истории, их сделать проще, да. Отдать долги, например, проще было. Сейчас это будет сложнее, нужно прикладывать больше терпения и сил, да. Поэтому история вот такая. Стрельцы третьей декады почувствуют, конечно же, такое депрессивное настроение, волнение от ретроградного Нептуна, который разворачивается у нас 3 июля. И таким образом, да, я хочу сказать, что для стрельцов начинается такой период жизни, который, я бы сказала, сложноватый. И этот момент продлится до осени точно, если забегать вперед, да. Но здесь история того, что как вы начнете сейчас июль, так у вас и продолжатся все остальные месяца. И здесь история, ребята, я бы сказала, в долгую немножко, да. Не получится так вот на 2 недельки поработать и расслабиться. Нет, все-таки требуется выработка терпения. Ретроградный Сатурн заставляет работать и трудиться, и говорит, что, ребята, нужно потрудиться. Кстати, на днях вышло большое видео про ретроградный Сатурн, как мы проведем ближайшие 4,5 месяца, про каждый знак зодиака там рассказала. В конце видео тоже обязательно прикреплю, если вы еще не смотрели. Ну что, дорогие, поехали по событиям. Что именно нас ждет в течение всего этого месяца? Да, про ретроградный Сатурн рассказала, про ретроградный Нептун рассказала.
Первая неделя июля в связи с этим добром, да, ретроградным на небе, будет эмоционально, то есть остановятся дела в работе, все, что связано с стабильностью, с финансами, да, будет казаться, что все в каком-то таком вакууме. Еще ретроградный Нептун, конечно, добавит волнения, добавит эмоций, переживаний, поэтому здесь, конечно же, еще раз скажу, смотрите на мир реально, трезво, старайтесь смотреть без иллюзий и не слишком жестко, вот что-то среднее между двух этих планет, да, для того, чтобы быть максимально в таком состоянии, но я не скажу, что получится в расслабленности, да, чтобы не уйти в депрессивное состояние, в такое жесткое, сложное, тяжелое, да, потому что все-таки у нас месяц, который не совсем скажу, что простой, да, но все-таки этот месяц несет свои возможности. 6 июля у нас новолуние у нас будет в Раке. Не скажу, что сложный какой-то страшный, мощный день, ужасный. Вообще нет. Сложности начинаются на самом-то деле после него. Новолуние, говорю еще раз, нужно провести с семьей, с близкими, с любимыми. Это тем более у нас будет суббота. Отдохнуть, расслабиться, сделать свои какие-то выводы, мироощущения, как вы чувствуете себя со своей семьей, со своими близкими, насколько вам комфортно. Это, пожалуй, такой неплохой день для того, чтобы провести его душевно, комфортно, да. Следующий день за новолунием начинается, на самом деле, с небольшими, я так скажу, уже подкатывающими трудностями. У нас с 7 июля и по 18 июля начинает сходиться такая сложная оппозиция, это Венера-Плутон. Венера-Плутон — это всегда про деньги, Венера-Плутон — это всегда про бизнес, это всегда про достижения, про раскрытие наших талантов, качеств и навыков. И здесь, конечно же, ребята, одинаково для всех нету сценария. Я вам не скажу в общем гороскопе для всех, что вот у всех будет плохо по деньгам. У кого в натальной карте раскачан Плутон, кто владеет энергиями Плутона, для того это будет прорывной момент, да, потому что Венера-Плутон, несмотря на то, что это оппозиция и сложный тяжелый аспект, а особенно если в вашей натальной карте вы родились с этим аспектом, Венера в оппозиции, либо в квадратуре, либо в соединении с Плутоном. Это сложный аспект, с которым человек живет, если с ним по жизни он родился. Тогда для вас вот этот момент в июле, эти 2 недели, будут прорывные. У вас будет больше сил, амбиций, желание действовать, желание реализовывать, желание заработать денег, да, то есть максимально проявить свои качества. Это неплохо, это отлично. Это может быть плохо сказаться на любовных отношениях, потому что все те, кто не проявляют все эти амбиции, кто не достигает этого в жизни, как правило, предъявляют эти претензии близким, вот вторая половинка виновата и все. Нет, ребят, не нужно на вторую половинку здесь валить, здесь нужно самим взяться, неважно, мужчина вы или женщина, и прям в свое дело пойти в раскачку. Хороший для этого аспект. При этом аспект не очень хорош для того, чтобы тратить деньги, потому что Венера, Плутон для неосознанных, те, кто любят вот просто вот захотелось и потратили, вот на этом аспекте захочется вот просто деньги распылить. Это аспект, если вы не умеете копить, если вы не умеете там откладывать и понимать, что эта сумма вам нужна на определенные важные цели в вашей жизни, и вот так вот под настроение можно потратить кругленькую сумму и потом очень много сожалеть. Поэтому в этот период, в эти 2 недели июля, я все-таки советую больше сохранять финансы, их приумножать, чем тратить. Ну или же это будет выгодная какая-то большая покупка, к которой вы очень долго шли, тогда да. Тогда, ребята, вопросов у меня никаких нет. В этот же период с 7 по 18 июля точно так же будет соединяться у нас Марс с Ураном. Это история про работу, внедрение, запуски новых проектов, про реализацию себя, своих амбиций, своих возможностей. Хорошо зайдут коллективные проекты, коллективная энергия. Плюс еще у нас все это добро, Марс с Ураном находится в Тельце, знак зодиака, который любит жить красиво, стабильно, с повышением уровня своего благосостояния. Поэтому здесь, ребята, скажу так, что и аспект это здесь прекрасный для того, чтобы действовать. И действуйте. Кто сказал, что не надо?
Конечно же, июль это всегда время, когда хочется не особо действовать, когда хочется расслабляться, отдыхать. Вроде как лето, вроде как положено. Ребят, если работа работается, работайте, потому что уже сейчас читаю, мне уже пишут другие знаки зодиака, кто посмотрел «Лето надежд» и не хотели прислушиваться там, к каким-то моментам. Я понимаю, что у всех по личным показаниям в транзитных картах. Это факт. Да, нет одинакового гороскопа. Но еще раз говорю, когда вам в жизни даются возможности, используйте их. Потому что возможность на отдых, она все равно придет. Да? Главное потом не сожалеть об упущенных своих выгодах и возможностях, потому что на самом деле потом приходится догонять вот эти свои желания, да, но уже не так выигрышно получается. Поэтому если у вас идет работа, не надо себе вот сейчас же ретроградный Нептун идет, который может подкапывать вот эту вот историю. Ну зачем? Надо было вот отдохнуть, надо когда еще в следующий раз отдохнуть, поверьте, успеете. Поэтому если у вас в работе такой драйв, азарт, это вообще прекрасно. Тем более, ребят, скажу так, что у нас еще, да, у вас, дорогие стрельцы, кармические узлы говорят, как бы работа, и будет хорошо, потому что делают прекрасные аспекты, и здесь нужно поработать. Нужно поработать вам, дорогие стрельцы. Это для вас такое время, которое до конца года, пока узлы не перешли в знак, то есть на ось рыбы, девы, для вас будут складываться вообще классно. Даже все события, которые сложные будут случаться, казаться, вас будут накалять, выбивать из колеи, они будут все равно плюсики в карму вам отсчитывать. Поэтому здесь трудитесь, пока трудится. И идем далее. 21 июля история того, что у нас на небе полнолуние, и это второе полнолуние в Козероге в это лето. Июньское полнолуние тоже было в Козероге, но сейчас все сложнее, это полнолуние в соединении с Плутоном. И здесь, ребята, конечно, тот самый аспект, ради которого мы все бились, трудились 2 недели июля, здесь, конечно же, Плутон будет такую финальную историю проделать. На какой масштаб мы согласны, готовы ли мы подниматься, прокачивать свои какие-то качества, идти в сложные более моменты ради достижения цели, ради того, чтобы подняться по карьерной лестнице вверх в социуме, в обществе, неважно, да, потому что Плутон это всегда про такой масштаб серьезный и именно финансовый, да. Поэтому здесь, ребят, скажу так, что все те стрельцы, у кого в натальной карте сильный Плутон, почувствуют вот все то, что я говорю, вы прям чувствуете, что вот сейчас самое время начать, несмотря на то, что там ретроградные планеты какие-то. Ретроградность планет не всегда говорит, что это плохо. Ретроградность планет говорит о том, что вы владеете этой энергией, когда, если вы родились с ретроградными планетами в натальной карте, да, что вы владеете этой энергией, и когда наступает ретроградность этих планет, что самое время сейчас проявлять эти качества, и да, будет получаться классно и ярко. Не говорю, что будет легко, особенно если вы, ребята, 36-37 и взрослее, до 44 лет, вообще не будет легко. То есть это момент взросления такого мощного. Здесь очень много жизненных циклов, и здесь нужно прям уже понимать, что в этот момент детство кончилось, и от нас уже требуют реализации наших талантов, которым мы учились всю жизнь, то есть наши качества, лучшие качества, даже наши худшие качества можно тоже применить и на этом зарабатывать деньги. Поэтому да, ребят, июль, я скажу, что месяц не будет таким, ужасным, печальным, тяжелым. Он будет тяжелым, если ничего не делать. Да, тогда эти аспекты, конечно же, будут давать по шапке. Если сидеть, бояться и волноваться, что там что-то не пришло, аспекты не те, и что же мне делать? Открывая, всегда отвечая на ваши вопросы, когда я вижу напряженные аспекты всегда говорят о том, что надо срочно что-то делать. Потому что это всегда нужно максимум отдать своей энергии для того, чтобы вырулить ситуацию. И да, последняя неделя июля не исключение. Здесь, конечно же, история того, что у нас начинается аспект Уран в квадратуре с Меркурием. Это аспект интеллектуальный, аспект действий, аспект продвижения в том числе, но уже
будут залетать все те моменты рабочие, да, не совсем ординарно. На широкую публику, да, но пиар может получиться не такой, какой вы ждали. Или хайп, если вы на хайпе решили подняться, да. Если же вы работаете в бизнесе стабильно, старайтесь больше, ну, то есть в стабильной какой-то работе, да, старайтесь больше проявляться, чтобы вас было больше видно, больше высказываться, потому что Меркурий будет во Льве, и здесь как раз история того, что вас наконец-то заметят. То есть старайтесь больше говорить. Если вы работаете на широкую аудиторию, то это прекрасное время для ораторского искусства, для того, чтобы в жизни что-то, например, сказать, что вы раньше не говорили, то есть озвучить свои мысли, потому что, да, Меркурий во Льве — это прирожденный оратор, и здесь нужно, как говорится, высказаться, выйти на публику, возможно, начать снимать видео, начать делать творческие моменты, творческие проекты, потому что Лев — это всегда про творчество. Меня часто спрашивают тоже, как начать там солнце свое подкачивать, включать свое солнце, не по луне жить. Что Лев, что Стрелец — это два знака, которые про творчество. Начинайте заниматься творчеством, потому что творчество открывает наш канал «Я». То есть творчеством мы занимаемся, мы можем им заниматься даже без денег. То есть нам нравится что-то делать. Кому-то нравится, не знаю, стричь волосы, кому-то нравится рисовать, кому-то нравится вокалом заниматься, да? Кому-то нравится, я не знаю, бисером плести. Это вот такая вот история. Занимайтесь творчеством, создавайте нечто такое красивое, интересное. Любое, совершенно разное. Есть очень много мужских моментов творчества. И здесь тоже, ребят, делайте, потому что когда мы делаем творчество, мы делаем это от души, и у нас тогда открываются все наши основные другие моменты, на основе которых идет и деньгозарабатывание, и проявление себя. Мы просто улыбаться даже начинаем по-другому, когда мы занимаемся тем, что нам реально нравится. Поэтому, да, дорогие стрельцы, скажу вам, что последняя неделя июля я бы ее, конечно же, отдала бы в творчество, отдала бы в моменты проявить себя. Если же вы работаете, конечно, прекрасное время для работы, реализовывайтесь. Юпитер будет подгонять, Сатурн будет давать, ну, я бы так сказала, продуктивных качеств. Те, кто не владеет энергией Сатурна, да, ребята, будет сложновато. А что делать? А что делать? Нужно научиться работать продуктивно, жить продуктивно. Это не навсегда, это закончится через 4,5 месяца. Поэтому, да, дорогие, вот такой гороскоп для вас на июль. Забегаю вперед, скажу, что после этого месяца у нас с начала августа, с 5 по 28 ретроградный Меркурий. Поэтому, если вы хотели что-то купить, большое, такое нужное, важное, покупайте в июле. В августе не спрашивайте меня про ретро-мерк, но по личным показаниям всегда говорю, это общий гороскоп. 700-800 миллионов стрельцов не могут в один день пойти купить одну и ту же вещь, и она у всех будет работать одинаково. Ребята, это невозможно. Ни один адекватный астролог вам этого не скажет. Поэтому, да, я и говорю вам, оставляйте в комментариях свои вопросики, обязательно со своей датой, временем, и желательно точное время своего рождения и место своего рождения, чтобы я ответила, стоит ли вам что-то покупать, не знаю, внедрять, реализовывать в этом месяце или же нет. Я надеюсь, этот месяц сложится для вас как месяцем возможностей, потому что стрельцы такой активный, амбициозный, творческий, яркий знак, который, если делает, то не ворчит и идет к цели. И тогда у него все складывается хорошо, и любовь, и финансы, и лемурные отношения, и работа, и продвижение, ощущение себя в этом мире. Ребята, это тот, кто делает, да? Тот, кто не делает, к сожалению, если вы сидите и ждете, что все изменится само, так не бывает. Но я надеюсь, мы здесь все взрослые люди и это понимаем. Ребят, спасибо, что были здесь. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. По классике в конце видео актуальные ролики, которые вы, если не смотрели, посмотрите и сделайте свой выбор, примите решение. Надеюсь, они вам будут полезны. Вы просили, кстати, я создала телеграм-канал, в описании под этим видео ссылочка на телеграм-канал. Там будем разводить дискуссии. Сейчас немножечко всем отвечу на комментарии и будем работать там. Там же дублирую все видео, новые ролики, которые вышли. Поэтому, если хотите быть в курсе новостей, подписывайтесь. Кого нравится формат ютуба, я всегда здесь, ребят.
Ну что, желаю вам продуктивного июля и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.